Доброе утро, коллеги. Я надеюсь, что меня слышно так же хорошо в интернете, как меня слышно здесь в зале. Сегодня я вот хочу начать с введения физиологии сенсорных систем. И мне кажется, что по большому счету я ну и вообще, любой лектор ничему, слушателя особо научить не может. Он может с ним поделиться какой-то информацией, оформленной в соответствии с его какими-то представлениями, а уж то, что слушатель возьмет из этой лекции, или из этого цикла лекций, это всецело вообще забота обучающегося, скажем так. Вот, а, вот мне кажется, я перед собой поставил такую задачу в этой, по крайней мере, вводной лекции, ну, как-то вот очертить немножко карту, как можно двигаться интересующемуся вообще физиологией сенсорных систем, вот, что можно вообще как бы изучать и какого рода вопросы возникают, когда мы пытаемся понять, что чувствуют животные, и как они в соответствии с тем, что они чувствуют, меняют свое поведение. Вот. И начать я хочу с того, что на самом деле, ну, все чаще и чаще можно слышать в нейрофизиологии, в нейробиологии разговоры о том, что у нас сейчас вот налицо такой серьезный кризис. Вот. И этот кризис связан с тем, что мы накопили большое количество данных, которые плохо пока укладываются в какую-то такую системную картинку о том, как вообще работает мозг. Ну вот. И из-за того, что мы плохо понимаем, как работает мозг, вот, на макроуровне, мы не можем, в принципе, его отремонтировать. То есть, если возникают какие-то проблемы, связанные с нейродегенерацией или вообще с каким-то измененным состоянием функциональных систем, мы не знаем, как их починить. Мы пытаемся где-то там немножко что-то там с помощью разной химии или каких-то других способов что-то подправить, но все равно не получается до конца справиться с серьезными проблемами. Проблемы серьезны настолько, что они в результате стоят и больших денег. Вот. Потому что те затраты, которые вынуждены ну, те деньги, то финансирование, которое вынуждено государство тратить на обеспечение людей, страдающих от нейродегенеративных или психиатрических заболеваний, оно колоссально. Вот. И в связи с этим, ну вот есть коллеги, которые начинают по-другому как-то относиться, в том числе к нейробиологии и к исследованию мозга. Вот. Мне очень симпатичен подход Газанфара и Гомес Марин, и у них еще есть пара-тройка других коллег, в том числе Джон Кракауэр, и они написали уже вот такую пару-тройку статей обзорных, которые по-другому смотрят на живое. Вот. И вроде как вот те тезисы, которые я сейчас вынес на этот первый слайд, они кажутся очевидными, но мне кажется, что часто мы об этом даже не задумываемся, когда углубляемся в какую-то маленькую конкретную область исследований своих собственных. Вот. О чем говорит Гомес Мартин и Газанфар? Они говорят, что живые системы зависят от ресурсов. Вот. Им нужно поддерживать стабильное внутреннее состояние. То, как устроены живые существа, и то, какой физиологией они обладают, помогает им максимально эффективно приобретать энергию для существования. Вот. И что предельной целью любого животного, ну и вида в целом, это выживание в рамках естественного отбора. И таким образом они как бы вводят в том числе вот в обиход нейрофизиологов, нейробиологов целенаправленность поведения. Вообще вот понятие цели по отношению к животным и по отношению к исследованию поведения, это всегда была такая, на мой взгляд, или до последнего времени была табуизированная тема. Животные считались автоматами, у них не может быть целей, черные ящики, мы подали на них какой-то стимул и получили реакцию. А вот эти авторы говорят, что нет, целенаправленность важна, нужна, и цель бывает
действительно у живых существ. У неживых существ, у неживой материи целей не бывает. Вот. И чтобы разобраться вообще с тем, как вот это целенаправленное поведение обеспечивается, нужно на самом деле разобраться со сложной внешней средой, в которой живут эти вещества. И вот на мой взгляд, вот этот центральный вопрос, сложно организованная среда и взаимодействие с ней, это центральный вопрос в том числе физиологии сенсорных систем. Если мы посмотрим вот на этот натюрморт Абрахама Ньона, то поначалу нам кажется трудно в нем вообще как-то разобраться, вот, потому что здесь очень много всего, очень сложная картинка. Вот, но постепенно, если мы начнем вглядываться в какие-то вот маленькие фрагменты, то мы увидим, что вот здесь можно обнаружить одинаковые. Я не знаю, как у вас хорошо ли видно на экране, но там два таких щегла, которые очень-очень похожи друг на друга, являются одним видом. И здесь можно говорить о таком понятии, как одинаковое, например. Вот. Если вглядеться в какой-то, вот в этот фрагмент, то видно, что есть щегол, а есть синица. И это уже речь может идти о чем-то разном. Вот. Даже чисто вот так вот, если смотреть просто на картинку. Потом в центральной части мы видим разные одинаковые, разные виды одного и того же винограда. В каких-то местах мы можем, если приглядеться, мы можем увидеть бабочку и червей. Это и понять, что что-то из этого красивое, что-то может быть омерзительно, ну, для нас конкретно. А где-то в каких-то местах мы можем даже увидеть мертвое и живое, или мертвое и живое. То есть мы знаем, что вот эта ящерица – это, в принципе, живой организм, но сейчас оно мертвое. И это можно прочитать, в принципе, из того сенсорного сигнала, который мы получаем, который просто пришел в глаз. Наиболее искушенные из нас могут вообще, посмотрев на эту картинку, сказать: вот, да мы же видим здесь позвоночных и беспозвоночных животных. Вот что вообще на самом деле позволяет нам такого рода суждения высказывать об этом сложно структурированном пространстве? Это на самом деле знание. То есть мы знаем что-то про виноград, что-то про щеглов, что-то про синиц, что-то про живое, а что-то про позвоночных и беспозвоночных животных. И, собственно говоря, вот этот вопрос знания, это центральный. Да, сейчас, секундочку, я пока не буду отвлекаться на знание. Я только хочу сказать, что на самом деле не только зрительная среда может быть сложно организованной. Мы знаем тоже эти классические примеры еще там с начальных курсов нейробиологии, нейрофизиологии. Вот классическая коктейль пати-эффект, когда находясь в обстановке такой вечеринки коктейльной, вот, мы пытаемся, разговаривая с собеседником, еще услышать что-то, что где-то на отдалении от нас находится. Ну, потому что, мало ли, ну, может быть, нам интересно узнать то, о чем говорит какой-то конкретный человек в этой комнате. И здесь вот опять-таки мы имеем дело со сложно организованной уже акустической средой, но не только мы имеем, вот не только мы можем в ней оказаться. В ней оказываются, например, пингвины, которые тоже вот в своих больших колониях, они вынуждены и умеют находить правильный сигнал, когда особенно родители должны найти свое потомство, свое чадо вот в такой большой толпе других подобных. И сделать это, и это они делают на самом деле, используя звуковой сигнал. Итак, мы говорили про знание, и знание на самом деле является частью того, чем занимается, собственно говоря, философия. Философия занимается познанием, когницией, и это, собственно говоря, совокупность вот тех всех процессов, процедур и методов приобретения знания о явлениях и закономерностях объективного мира. И есть такая часть философии, которая называется гносеологией. Вот. И вот гносеология пытается понять, как вообще возникает знание и как оно соотносится с действительностью. Ну, казалось бы, что это на самом деле такая не очень уж и сложная проблема. Вот. То есть можно посмотреть на какой-то там предмет, вот, и сразу узнать о нем все. Но на самом деле все не так просто. Вот. И
Если у меня хватит сил и мощи, то, может быть, вот к концу, в финале нашего вот этого моего короткого отрезка нашего общего курса iBrain, я попытаюсь о каких-то философских проблемах с вами поговорить. И вот, наверное, интересно было бы поговорить о платоновском мифе о пещере. Вот. А сегодня я немножко, ну, в том числе можно обсудить работы Аристотеля, Канта. А сегодня я вот немножко сосредоточусь на работе Этьена Понно де Кандильяка, который трактат об ощущениях, который, в общем-то, на мой взгляд, задал карту того, как можно исследовать сенсорику. Вот. И он поставил такой как бы мысленный эксперимент. Он сказал себе: давайте представим, ну, себе и читателям его трактата об ощущениях, он сказал: давайте представим себе статую, вот, которая как бы будет уподоблена нам, но она холодная, мраморная, и мы не будем ее сразу наделять всем тем опытом, который есть у нас, и всеми теми органами чувств, а будем попеременно брать одно, другое, третье, четвертое и пятое, и будем добавлять и смотреть, что будет, как будет меняться вообще меняться отношения вот этой статы с внешним миром. Вот. И он говорил о том, что вот он предлагает, значит, начать с обоняния и в качестве такого объекта, с которым может взаимодействовать эта статуя, он берет розу, вот, и говорит о том, что вот когда мы встречаемся с запахом розы, то у нас появляется ощущение, и постепенно он начинает выстраивать вот такой целый мир, что на основе ощущений мы можем и размышлять об этом объекте внешнего мира, который нам дается через чувственное ощущение. Вот. Мы можем о нем судить, оно может вызывать какие-то страсти у нас, желания. И на самом деле он говорит, что природа дает нам органы чувств для того, чтобы с одной стороны предупредить нас о том, к чему мы должны стремиться, а с другой стороны, это делается с помощью удовольствия, а с другой стороны, с помощью страдания или какого-то чрезмерного воздействия на наши органы чувств о том, чего мы должны избегать, то, что может быть опасным. Вот. Но при этом все равно это нельзя делать, то есть если бы просто был вот такой чувственный опыт, вернее, чувственная конфронтация с какими-то объектами внешнего мира, то этого недостаточно, нужен опыт. Вот, для того, чтобы и в опыте должна закрепляться вообще вот это вот наше взаимодействие с внешним миром. То есть мы должны его познавать и каким-то образом фиксировать. Вот. Ну и на самом деле потом дальше в своем трактате я так хаотично набросал вот эти вот элементы той теории, которую как бы постепенно разворачивает Кандильяк. Вот. Он говорит в том числе о шкалах ощущений, минимальном, максимальном. Он говорит об иллюзиях, эмоциях, о искусстве, о знаках. Он говорит о длительности каких-то событий, избегание памяти. И на самом деле вот таким образом задается в том числе система координат, в которой может двигаться любой нейрофизиолог или нейробиолог, который хотел бы заниматься органами чувств. И мне кажется, что это такой самый верхний уровень, который важно держать в голове для того, чтобы правильно встраивать те знания, которые мы приобретаем в результате эксперимента. Здесь можно на самом деле сделать какую-то короткую отбивку, вот, и спросить, есть ли вопросы по первой части про построение карт. Если вопросов нет, я просто буду потихоньку двигаться дальше, потому что это было такое как бы общее введение. В зале вопросов не вижу, в чате вопросов тоже нет. Хорошо. Значит, вот когда мы говорим про чувства и про сенсорный сигнал, ну вот, мы говорим тоже про адекватный стимул. Ну вот, есть разные модальности, есть разные рецепторы, которые способны ощутить специфическое воздействие на них.
То есть есть, с одной стороны, мы уже говорили про обоняние, есть хеморецепция, то есть мы чувствуем попадание молекул на наши чувствующие рецепторы. Есть фоторецепция, мы видим образ, отраженный свет. Есть механорецепция, мы чувствуем давление на нашу кожу. Вот, и в зависимости от разных типов оно может быть разным. Есть еще дополнительные специфические такие, которые органы чувств. У нас тоже есть, например, там терморецепция, но вот мы ею пользуемся не так, как ей пользуются, например, змеи, вот, которые могут с помощью них чувствовать добычу на таком на приличном расстоянии. Вот. У птиц есть магниторецепция, которая вроде как им помогает ориентироваться в пространстве. Рыбы и в том числе, по-моему, беспозвоночные животные, они могут использовать электрорецепцию, с одной стороны, для того, чтобы обнаруживать жертв, а с другой стороны, для того, чтобы как-то коммуницировать, общаться друг с другом. И вот это, мне кажется, тоже такая важная часть сенсорной физиологии. Это, собственно говоря, способность передавать сигналы друг другу, способность вступать в коммуникацию с себе подобными. И вот это отдельная область, и коммуницировать мы можем тоже, или мы, или животное, можем с помощью разных совершенно органов чувств: звук, зрительные сигналы, хеморецепция, феромоны. Вот. И это тоже как бы важная часть, почему стоит и интересно заниматься сенсорной физиологией. Вот, значит, что должно произойти в самом начале? В самом начале нужно вот это физическое воздействие из внешней среды перевести в энергию нервного импульса. И, соответственно, это все делается по разным. Я про это буду потом в каждом конкретном случае. У меня будет просто там несколько лекций еще отдельных по зрению, по химической чувствительности, по механорецепции. Я буду на этом как-то детальнее останавливаться. Вот. Пока я хочу в общих чертах это просто вот очертить, что мы можем получать информацию, используя отраженный от объектов внешнего мира свет. Мы можем использовать концентрации химических веществ, молекул, находящихся в воздухе, вот, или там попадающих непосредственно на нашу слизистую оболочку. Мы можем прикасаться к чему-то, вот, можем слышать колебания воздуха и слышать. Вот. Кроме того, мы можем получать информацию от мышц, суставов, и понимать, как мы располагаем собственное тело в пространстве. И здесь вот эти основные рецепторы и, и вот как бы то, какого рода энергию они могут получать и преобразовывать в энергию нервного импульса, показано, собственно говоря, на этом слайде. И действительно, сейчас, ну, стоит на самом деле сказать, что а, мы можем на разных уровнях вот это вот преобразование энергии, стимула внешнего или какой-то вот физической энергии в нервный импульс можем почувствовать и исследовать ее на разных уровнях. С одной стороны, мы можем это делать, регистрируя активность на нервных окончаний, которые вот занимаются как раз перекодированием информации. А с другой стороны, мы можем у целого человека или животного ну, спросить, если у человека можем напрямую спросить его, попросить его сделать, как-то отреагировать на стимул, вот, а у животного можем его натренировать, реагировать на какие-то определенные стимулы. И вот этим занимается, собственно говоря, психофизика. И в основе психофизики лежит вот такая вот закономерность, что при изменении интенсивности внешнего воздействия меняется тоже способность детектировать это воздействие. И вот, и как правило, психофизическая кривая имеет вот такую форму, что самое интересное, под
в основе этой кривой лежит в том числе и импульсация нейронов и нервных волокон. То есть чем сильнее интенсивность воздействия на какую-то конкретную точку в нашем теле или на глаз, тем сильнее будет, чем больше импульсов будет генерировать тот либо иной нейрон. Вот. Что важно знать про эту психофизическую либо нейрофизиологическую кривую ответов? Вот. Важным является вот это вот значение, которое находится на уровне 50% правильных распознаваний того либо иного стимула. Вот. Это пороговое значение, и для него можно определить ту интенсивность, с которой нужно воздействовать на организм, чтобы вот этот как бы процент правильных, неправильных реакций был вот на уровне 50%. Все, что выше, будет правильными детекциями, все, что ниже, будет неправильными ответами. Вот. Если мы говорим про человека, у которого мы что-то справим, я через пару секунд просто проиллюстрирую это на конкретных каких-то примерах, чтобы это было, может быть, чуточку понятнее, хотя, наверное, это понятно и так. Но что самое интересное, вот это вот пороговое значение, оно может зависеть от многих параметров. Вот. Оно может в том числе зависеть от предустановки человека, от байеса. И это может быть тоже на самом деле такое целенаправленное экспериментальное воздействие, которое умышленно экспериментатор может вставить внутрь своего эксперимента. То есть если померить, например, какую-то вот среднюю кривую в идеальном случае, то вот она будет иметь такую форму, и у нее будет один порог, для него будет соответствовать определенная интенсивность стимула. То потом, если, например, сказать испытуемому, что нужно реагировать там супер быстро на стимул, он будет делать больше ошибок, и, соответственно, у него будет сдвигаться порог. Либо наоборот, если сказать испытуемому, что нужно реагировать на стимул только в той ситуации, когда он полностью уверен, то порог будет выше, и, соответственно, вот эта вот красная кривая будет соответствовать этой ситуации. Ну, вот, и, соответственно, и это будет тоже как бы часть экспериментального воздействия. На пороги может влиять там общее состояние функциональной системы, какое-то там, не знаю, употребление определенных веществ, еще что-то. Вот, то есть вот важно об этом помнить, когда мы запускаем психофизический эксперимент. Ну вот. Я хочу просто проиллюстрировать коротко. Если здесь речь может идти о простых стимулах, просто там, например, там, громкость звука или определенная там частота звуковая, то на самом деле можно и более сложные вещи попробовать изучать в психофизических экспериментах. Вот. И в свое время мой коллега Дэвид Леопольд провел такой психофизический эксперимент с распознаванием лиц. Вот. И он использовал такую вот идеологию, которая была описана раньше в работах Валентайна и Родес. Вот. В этих работах речь шла о том, что важную роль в кодировании информации о лицах может играть усредненное лицо. Вот. И можно относительно этого усредненного лица, прототипа, вот, можно выстроить такое сложное пространство индивидуальных лиц. Вот. И в этом пространстве, если соединить усредненное лицо с каким-то индивидуальным лицом, такой определенным вектором, вот, это будет такая траектория индивидуальности. Вот. И вот здесь просто еще вся терминология, все понятия вводятся тоже, которые используются при изучении распознавания лиц. То есть если вы движетесь от усредненного лица, то есть усредненного лица, в нем нет вообще никаких черт индивидуальных лиц. Это действительно такой как бы абсолютный ноль, абсолютное нейтральное лицо. Вот, у которого трудно уловить вообще хоть какой-то там, трудно его соотнести хоть с каким бы то ни было человеком.
Но это как бы обычное лицо. Вот. И если двигаться от усредненного лица к индивидуальному, то можно выстроить промежуточные такие морфы, которые постепенно человек будет, вот эти промежуточные морфы, они будут все больше и больше похожи на какое-то индивидуальное лицо. Можно двинуть потом дальше по этой траектории и получить усиление, выделение каких-то отдельных черт. Это мы прекрасно знаем, это карикатура. То есть мы узнаем карикатуры даже легче, чем нежели мы узнаем вот индивидуальные лица. А если двинуть в противоположном направлении от индивидуального лица, то можно получить и антилицо еще, вот, которое будет совершеннейшим лицом, но все признаки индивидуального лица будут со знаком минус. Если, скажем, там у человека был, вот у этого индивидуума был там длинный достаточно нос, то он нос будет короче, например. Или рот, если он был широким, то он станет узким. А если лицо было вытянутым, то оно станет таким более округлым. Вот. Я, к сожалению, не вставил примеры вот действительно такой морфинга этих лиц. Да, это мое небольшое упущение. Вот. Ну, может быть, в следующий раз, когда я буду говорить, например, про нейроны, я покажу это дополнительно. Вот. Это действительно впечатляет. То есть такие базы данных, которые позволяют параметризовать вот эту вот, ну, сложную характеристику индивидуальность, скажем так, которая присуща каждому лицу. И тогда вот если у нас есть хороший набор стимулов, мы можем сделать эксперимент, мы можем животное натренировать, различать 4, например, разных лица и постепенно тоже вот используя усредненное лицо, для каждого из этих 4 лиц мы можем получить там набор морфов, которые будут соответствовать вот разным уровням индивидуальности. И сначала обезьяна учится различать 4 лица, а потом она должна реагировать не только вот на эти вот индивидуальные лица, но и на промежуточные морфы. Там нужна более хитрая система подкрепления, потому что обезьяна, естественно, делает много ошибок, вот, поэтому ее нужно подкреплять в том числе в тех случаях, когда она делает ошибки, но это там маленький процент, там что-то порядка 10-15%, просто чтобы она не бросала работать, а все равно пыталась выполнять задачку. Вот. Но только в том случае, если она правильно сигнализирует об индивидуальности лица, она получает тогда в 100% случаев подкрепление. Вот. Ну вот если смотреть на одиночную попытку, то там события разворачиваются достаточно просто. Животное должно посмотреть в центр экрана, вот, ему предъявляется стимул, один из морфов или индивидуальное лицо, у него есть возможность нажимать там на 2 рычага, у каждого из которых есть положение в общей сложности 4 реакции, выдать правильный ответ и правильную реакцию и получить подкрепление. Вот. И что же показал в свое время Дэвид Леопольд, это уже было вот 20 лет тому назад. Если это было сделано на испытуемых, вот, если нету никаких дополнительных воздействий на человека, то вот можно увидеть, как здесь обезьяний эксперимент, я про него рассказывал сначала, вот, похожий эксперимент можно полностью провести на человека, у него просто 4 кнопки будет, вот, он будет распознавать 4 лица. То есть вот началось все, вот этот эксперимент начался вот с этой кривой, то есть просто было показано, что если постепенно менять вот этот уровень индивидуальности, сложную характеристику, вот, которая вот в этой конкретной базе данных лиц, она вообще там сложным образом кодируется, вот, то при наличии 11% индивидуальности в лице мы можем, то есть человек выходит на пороговое значение. И это достаточно мало, то есть там совсем кто чуть-чуть вот начинает этот морф отличаться от усредненного лица, и уже человек очень хорошо может его распознать. Ну, вернее, как хорошо, это пороговое значение. А потом по мере нарастания вот, он начинает его распознавать все лучше и лучше. И интересно, там было еще... был заход, собственно говоря, на адаптацию, но не просто заход, но это было проверено. Если показать
была гипотеза о том, что лица тоже кодируются по такому оппонентному принципу. И этот оппонентный принцип, про него тоже пойдет речь потом там чуть позже в лекциях, когда мы будем говорить, например, про зрение и про восприятие цвета. Вот. Это такой достаточно универсальный принцип, когда у вас разные популяции нейронов кодируют разные признаки сенсорные, и они подавляют друг друга как бы одновременно. То есть через торможение они подавляют реакцию в тот момент, когда они видят свой какой-то характеристический признак перед собой, они одновременно воздействуют на другую часть популяции, которая отвечает за противоположный признак. Вот. И вот, судя по всему, и лица тоже похожим образом кодируются. То есть, опять-таки, я говорил, да, там высокий, короткий нос, вот, там широкий, узкий рот, вот. Они, ну, как бы, грубо говоря, являются оппонентными признаками, и нейроны, которые их кодируют, находятся, опять-таки, в таких вот противоположных взаимоотношениях. И вот в этой работе был сделан такой хитрый ход. Если вы берете антилицо и сначала адаптируете в течение 5 минут человека вот к этому антилицу, то та популяция, которая кодирует это антилицо, она как бы устает. И потом, если через секунду буквально вы показываете индивидуальное лицо, то нейроны, которые вот эта вот популяция, которая кодировала антилицо, угнетала до этого, они начинают реагировать активнее. Вот. И получается, что на самом деле сдвигается порог детекции индивидуальных лиц. А если адаптировать наоборот к какому-то там вот к этому же лицу или к карикатуре, то происходит адаптация уже вот этой популяции нейронов, которые отвечают за индивидуальное лицо, и наоборот пороги сдвигаются в сторону повышения. Вот. И похожие вещи были сделаны, в принципе, и на обезьянах. И тоже был сделан эксперимент с адаптацией, вот. Но это, скажем, такие единичные экземпляры. Вот это была обезьяна, которая хорошо реагировала. Но, тем не менее, тоже, судя по всему, обезьян кодирование лиц, оно по таким же законам происходит, как и у человека. И на самом деле, о чем я хотел сказать, что вот с помощью психофизики вы можете о многом узнать, как работает, собственно говоря, сенсорная система. Вот. И даже иногда вот психофизику называют, собственно говоря, таким микроэлектродом экспериментальным психолога, потому что с помощью этого метода, если он правильно обустроен, с учетом всех тех вот проблем, которые могут возникать с порогами и с измененными функциональными состояниями мозга, вот, можно добиваться и получать очень интересные результаты. Ну хорошо, давайте будем двигаться дальше. И на самом деле, опять-таки, я вернусь немножко вот к этому первому тезису, о котором я говорил в самом начале, о том, что мы сейчас находимся на таком как бы распутье и не очень хорошо понимаем, как вообще концептуально увязать все эти данные и всю ту информацию, которую мы получаем в наших экспериментах. И вот это еще одна интересная работа Пола Чисака, который предложил иначе взглянуть вообще и на сенсорные системы, и на познание, и на вообще организацию поведения. И здесь для начала он приводит такую классическую схему, вот, где восприятие и действие – это то, что направлено вовне, а в центре находится познание. И вообще, на самом деле, эту схему ну, мы унаследовали по большому счету у психологов, вот нейробиологи. И вот это разбиение на отдельные функции, оно тоже во многом связано с психологическим взглядом на проблему поведения. И
А Пол Чисок говорит, что нет, на самом деле все по-другому. Поведение не появилось, потому что вот его нельзя разбивать на те функциональные блоки, или не стоит разбивать на те функциональные блоки, на которые сейчас мы его разбиваем, чтобы облегчить себе возможность исследовать это поведение, а нужно смотреть на него с точки зрения поведения. Вот. И смотреть нужно на него вот с эволюционной точки зрения. И он говорит о том, что на самом деле в самом начале, когда мы имеем дело с примитивными животными, у которых нету еще билатеральной симметрии, вот, а есть, ну, есть уже какое-то первичное разделение на верхнюю и нижнюю часть тела, вот, у них уже появляется два типа нервной системы. Апикальная, которая является как бы действительно чувствующей, вот, и базальная нервная система, которая отвечает за как раз вот за обеспечение животного ресурсами. И эти две системы начинают уже взаимодействовать друг с другом. То есть в той ситуации, когда ресурса достаточно, животное занято в основном тем, что просто фильтрует воду с частичками пищи через внутреннюю полость, вот, и получает энергию, достаточную для того, чтобы поддерживать гомеостаз. Ему не нужно безумно сильно двигаться. Вот. Оно просто там немножечко перемещается, может быть, вверх-вниз, вправо-влево, вот, но ничего радикального не происходит. И это первый тип поведения, который можно назвать ну, такая эксплуатация ресурса или там вычерпывание ресурса. То есть вот он есть, его нужно пока потреблять, вот. Но как только его становится меньше, и об этом получает сигнал апикальная нервная система, она еще без нейронов, а с помощью гуморальных факторов, оно передает информацию на базальную нервную систему, и в базальной нервной системе она, в принципе, управляет биением ресничек. Если здесь биение было такое несинхронизованное, вот, и поэтому животное не перемещалось сильно, то в этой ситуации биение становится синхронным ресничек, и появляется какое-то более-менее целенаправленное движение, поисковое. И здесь уже появляется первое переключение между двумя типами поведения, которое запускается сигналом, приходящим из сложным образом организованной внешней среды. Сигнал о том, есть ресурс в ней или нет. Вот. И на самом деле дальше эволюция идет, в общем-то, в направлении сохранения вот этого развлечения между апикальной и базальной нервными системами. Вот. Меняется форма тела, вот, появляется билатеральная симметрия, но при этом все равно сохраняется вот это вот разделение между апикальной, чувствующей нервной системой и базальной, двигательной нервной системой. И здесь на самом деле постепенно происходит в том числе усложнение способов взаимодействия с внешним миром. И это можно посмотреть и увидеть, например, на усложнении зрительного поведения в ряду билатерально-симметричных животных. Вот. Если в первый момент, когда светочувствительные элементы находятся просто вот на переднем конце тела, вот, животное не может продемонстрировать какого-то безумно сложного поведения, ну или, по крайней мере, может поддержать вот эту вот... Нет, на самом деле я не совсем прав, то есть уже есть эти два типа поведения, поведение эксплуатации ресурса или вычерпывания ресурса и поведение поисковое. Вот. Но можно добавить еще реакцию избегания. То есть приближающееся большое пятно, которое может быть потенциальным хищником, должно запустить активность моторных центров. Вот. И эти моторные центры, они запускают такие ундулирующие движения, сокращается то один, то
одна половина тела, то другая, и, соответственно, животное или мышцы одной либо другой половины тела, оно начинает двигаться. И эта реакция запускается как раз вот тем светочувствительным элементом, который находится просто на передней части тела. Но постепенно происходит в том числе разделение этих светочувствительных элементов на две части, правую и левую. Вот, и, соответственно, здесь уже можно, и одновременно с этим происходит тоже усложнение хищнического поведения вокруг вот этого эволюционирующего животного. Вот, и здесь расположенные по бокам тела глаза или глазки примитивные, они могут сыграть роль важную в запускании так называемого C-shape ответа, вот, C-shape response, когда вот это вот, его можно сейчас наблюдать вполне у рыб, вот, когда животное просто, почувствовав приближение хищника, например, с правой стороны, вот, оно резко изгибает тело влево и потом устремляется вперед, уплывает, отвернувшись как бы от хищника. Вот, и для этого нужно уже было иметь возможность переключить вход от глаза на противоположную сторону тела. Вот. И, собственно говоря, так и было сделано в процессе эволюции. Вот. И мы можем сейчас удивляться, зачем это было сделано, но если вот это объяснять с точки зрения, или там можем нам трудно бывает запомнить, почему вот когда мы изучаем нейроанатомию, происходит переключение или там множественные переключения между разными ядрами, разными нервными клетками, но это вот нужно для того, чтобы обеспечить такого рода поведение. То есть сигнал с одной стороны тела от сложной зрительной среды нужно передать на другую половину тела для того, чтобы обеспечить быстрый ответ. Вот. Ну, а потом уже могут быть еще более сложные вещи можно делать, когда есть уже более сложным образом устроенный сенсор, вот, который может воспринимать не просто попадание света на его поверхность, но и он начинает, то есть он может различать, откуда попал свет. Спереди, либо сзади, вот здесь можно уже начинать создавать карту действий. То есть если пытаться различать более сложные объекты, например. То есть если свет отраженный приходит от маленького объекта, который находится перед животным, то нужно наоборот к нему повернуться, вот, изогнуться той же половинкой как бы тела и теми же мускульными элементами для того, чтобы... Это, скорее всего, добыча. То есть к ней нужно повернуться. А если сигнал пришел сзади от большого пятна, то нужно наоборот вот как раз вот выполнить C-shape response, вот, и уплыть от него. Вот таким образом появляется карта действия. Способность различать разного типа стимулов. Вот. Это важно в тех ситуациях, когда нужно там избегать, например, угроз. Вот. И вот в данном случае такое достаточно примитивное поведение может помогать. Если угроз, например, 2 или больше, то можно выбрать просто среднюю траекторию и уплыть. Но гораздо более интересная ситуация появляется, когда появляется два привлекающих там внимание животного стимула. Вот. И тогда нужно начинать принимать решения. И это еще одна поведенческая функция. То есть вот на этих примерах я пытаюсь показать, как постепенно вот в своей логике эволюционирования поведения Пол Чисок выстраивает вот идею постепенного наращивания поведенческого репертуара и усложнения мозга в том числе. Вот. И вот здесь появляется новая функция, когда нужно принимать решение, к какому из объектов двинуть, а опять-таки это решение определяется в том числе какой-то целесообразностью, где животное может получить больше энергии, вот, для поддержания гомеостаза. Вот здесь появляется функция принятия решений.
которая тоже уже у примитивных достаточно животных осуществляется, насколько я понимаю, она может осуществляться на уровне тектума, например. Вот, и таким образом Поль Чисок перерисовывает всю вот эту вот схему старую. Он говорит, что если... Я сейчас на этом не буду подробно останавливаться, так я потратил на это достаточно много времени. То есть если есть жизнь, которая состоит, с одной стороны, из метаболизма, а с другой стороны, из воспроизведения, то метаболизм, он имеет два таких выражения. С одной стороны есть физиология, а с другой стороны есть поведение. И вот поведение у него начинает биться постепенно на более мелкие функции, и которые он одновременно связывает с разными структурами мозга. Вот. Вплоть до того, что дело доходит до коры, вот, и в коре уже, например, у приматов появляются такие достаточно сложные функции, как ориентирование, лазанье, хватание, вокализация, кусание. Вот, ну а кроме того, вот, например, распознавание объектов, которое в том числе, если сейчас немножко сделать шаг назад, мы можем с помощью психофизических методов померить и у человека. Вот. Ну и сейчас о каких-то более таких простых вещах я хочу поговорить, чтобы в том числе, может быть, нам стало понятнее, что такое. То есть если мы говорили просто в начале про кодирование информации о зрительных стимулах или о любых других стимулах, перекодирование того физического воздействия, которое вот приходит из внешнего сложным образом организованного мира, то дальше в нервной системе вообще переработка информации, она ну, считается так. Она, с одной стороны, построена иерархически, то есть постепенно все более и более сложные признаки извлекаются из того сигнала, который мы получаем. А с другой стороны, она устроена еще параллельно, то есть одновременно расходится информация в разные места нервной системы. И здесь вот, когда мы уже говорим о более высоких уровнях обработки информации, важно тоже вот использовать это понятие нейронов-детекторов. И оно было введено вот где-то там в середине 20 века. И о нем стали говорить после того, как появилась вот эта работа Летвина, Матурана, Маккалока и Питца, что говорит глаз лягушки, мозгу лягушки. И идея достаточно простая. То есть, если животное видит адекватный стимул, биологически значимый для него, вот, то нейроны сетчатки способны отреагировать на этот стимул увеличением частоты разряда. Вот. Даже если незначительно меняется условие, затемняется, например, затемняется общая сцена, все равно, но объект все равно адекватный, движущаяся муха, вот, то нейрон все равно будет разряжаться. Если это будет такая диффузная какая-то вот диффузное облачко, которое не имеет никакого биологического значения, нейрон молчит, и если инвертированная ситуация, с которой животное тоже никогда не встречается, то нейрон вроде как тоже должен молчать. Вот. Ну и потом уже вот эта на самом деле работа, она послужила началом для целой серии работ, вот, и детально изучали поведение животных, которое запускается вот такими адекватными стимулами, и оно опять-таки может быть разное. То, что вот изображено здесь вот на серии этих фотографий, здесь видно большая морская жаба, вот, которая хватает маленькую добычу. Это она делает с помощью адекватной такой реакции, выбрасывания языка, вот, и потом втягивание языка и проглатывание. Но если взять маленькую жабу или лягушку и большого червяка, то она сразу понимает, что не, я его языком так просто не подхвачу. И поэтому запускается совершенно другое поведение. То есть она просто к нему приближается и начинает его там активно заглатывать. Вот. Да, здорово просто наблюдать за животным, но при этом на самом деле хотелось бы как-то вот попробовать детальнее, может быть, изучить, какого рода стимулы могут адекватные и какого рода реакции они могут запускать у животного.
Э, Простая достаточно экспериментальная установка. Животное сидит в прозрачном цилиндре, вот, а вокруг него двигается стимул. Ну, вот. Это может быть такая вот полосочка, которая похожа на червяка, либо какие-то другие стимулы. И меряется просто реакция поворота животного в направлении этого стимула. Если оно за ним следует, значит, этот стимул, ну, ей кажется адекватным, биологически значимым. Вот. А, Что можно поведенчески наблюдать? Значит, поведенчески можно увидеть, что если использовать квадрат, который потенциально опасным может быть стимулом, если это большой квадрат, то есть мы видим, что вот здесь, значит, измеряются повороты в направлении или повороты от него. То есть видно, что пока этот стимул достаточно маленький, то есть 4-8 угловых градуса, вот, то животное вроде как к нему поворачивается. Как только он начинает еще сильнее увеличиваться, то животное поворачивается просто от него. То есть если этот квадрат становится действительно очень уж большим, вот, то животное поворачивается. Вертикальная полоса не вызывает никаких таких ответов. Горизонтальная полосочка прекрасно вызывает повороты то есть а, к этому стимулу. Вот, и если тут, насколько я понимаю, добавить еще какой-то дополнительный стимул, еще там расстояние какое-то между ними установить, то на самом деле животное на этот стимул не реагирует. Вот, ну и чтобы как-то все-таки получить адекватную еще оценку электрофизиологическую всего этого, естественно, хочется заглянуть внутрь нервной системы. Вот так вот она устроена, нервная система у лягушки. Есть глаз и есть зрительный тектум, вот, и, соответственно, бугры, в которых происходит, собственно говоря, обработка информации от сетчатки. И на самом деле вот здесь происходит регистрация сигнала прямо с поверхности тектума, не углубляясь, и электроды позволяют регистрировать реакцию нервных окончаний, которые приходят из сетчатки. И здесь речь идет действительно о том сигнале, который уже способна обработать сетчатка. Вот, и здесь вот коротко я скажу о рецептивном поле. Рецептивное поле – это та часть, вот если мы говорим про зрение, это та часть пространства, за которую, ну, скажем так, отвечает за обработку информации, в которой отвечает какая-то конкретная клетка. То есть если туда попадает стимул, то нейрон начинает разряжаться. Либо если это, например, на поверхности кожи, там, на пальце, то это тоже та часть поверхности кожи, при попадании на которую, при давлении на которую нейроны начинают разряжаться. Это называется рецептивным полем. Это тоже такое одно из центральных понятий в сенсорной физиологии. Вот. Они бывают разные. Вот конкретно в сетчатке у лягушки. И они, соответственно, по-разному будут реагировать на разного типа стимулы. Вот, то есть их можно вот здесь вот классифицировать в зависимости от того, какой вот там возбуждающий или тормозная периферия у этого рецептивного поля. Вот, и здесь импульсы уже в секунду. Здесь уже не поворот животного к стимулу, а количество спайков, которые можно зарегистрировать, частота спайков, которые можно зарегистрировать в той ситуации, когда стимул попадает в рецептивное поле вот этой клетки. Ну и видно на самом деле, что вот это тоже такие классические кривые настройки, когда меняется сторона, это какая-то характеристика стимула, в данном случае это сторона вот этой фигуры квадрата, вот, и ответы нейрона. То есть мы видим, что что нейроны второго типа оптимально настроены на такой стимул, у которого сторона квадрата, она вот 4 градуса угловых. Вот. Но это то, как можно на самом деле исследовать свойства нейронов, а это то, как можно проверить, насколько эти нейроны еще принимают участие в поведении. То есть
Вопрос вот такого исследования сенсорных систем, он еще заключается в том, чтобы посмотреть, насколько вот нейроны, кодирующие какие-то характеристики во внешнем мире, насколько они еще вовлечены в поведение. И здесь можно использовать другой инструмент. То есть можно взять и попробовать простимулировать ту часть мозга, в которой находятся эти нейроны. Вот. И да, вроде как оказалось, что если взять, например, простимулировать лягушку, электроды у которой имплантированы в тектум, вот, то она сначала начинает поворачиваться как бы в сторону стимула, потом она может даже выбросить язык, а потом тоже такое характерное движение лапой, умывание, вот, которое как бы завершает пищедобывательное поведение. Естественно, на этом не остановились исследователи и изучали не только лягушек, но и смотрели, как у млекопитающих обстоит дело с кодированием признаков изображений. Ну и вот в 1971 году Хьюбл и Визел получили Нобелевскую премию за исследование нейронов-детекторов в первичной зрительной коре кошки. Вот. И, соответственно, нейронным детектором считается такая высокоспециализированная нервная клетка, которая способна избирательно выделять в сложном сигнале отдельные признаки, и она, вот, собственно говоря, помогает осуществить первичное разделение комплексного раздражителя на составляющие его части. Вот. Ну и в зрительном анализаторе есть много разных типов нейронов-детекторов, одним из которых является нейронный детектор лиц, но, может быть, про них пойдет речь потом чуть попозже. И важно еще здесь тоже сказать о том, что таким понятием серьезным в нейрофизиологии зрительного и слухового анализатора является понятие о картах. Вот. И мы можем посмотреть, как функционально устроена та либо иная часть мозга, используя вот это простое достаточно свойство, но тоже очень важное, изменение локального кровотока, которое вообще постулировалось еще там, по-моему, в начале 20 или в конце 19 века Роем и Шерингтоном. То есть они считали, что в тот момент, по-моему, они не имели еще никаких доказательств экспериментальных. Они считали, что если какая-то часть мозга активно работать начинает, то ей нужна энергия, и, соответственно, в этой части мозга должен меняться кровоток. Если посмотреть вот чисто на то, как устроена кровеносная система маленького объема мозга, это вот 100 микрометров, ну, то есть здесь приблизительно, наверное, ну, как типа что-то типа, наверное, кубического миллиметра мозга. Вот. И есть совершенно разные типы сосудов. Вот. То есть есть такие более крупные, приносящие кровь, и мелкая сеть. То есть есть довольно серьезное обеспечение, которое может локально в том числе меняться. И вот когда мы используем функциональную магниторезонансную томографию либо оптическое картирование по внутреннему сигналу, то речь идет о том, что мы смотрим на изменение концентрации окси и дезоксигемоглобина, связанное с тем, что какой-то локальной группке нейронов нужна энергия, они активно потребляют кислород, вот, и для окисления глюкозы. Вот, и, соответственно, накапливается в этой части мозга, ну, грубо говоря, ну, не грубо говоря, а просто дезоксигемоглобин, и он просто обладает либо другими магнитными свойствами, либо оптическими свойствами. Тогда вот с помощью оптического картирования можно прямо посмотреть. Есть такая методика, вот, когда вы напрямую смотрите на кору, и потом по итогу строите вот такие функциональные карты, которые представляют собой отображение внешнего пространства как бы в активности, в функциональной активности коры. С одной стороны, вы можете посмотреть как бы ретинотопические карты, то есть простимулировать разные части
поле зрения и получить разные отклики на этой карте. А с другой стороны, эти карты отражают уже вот эту способность коры извлекать отдельные характеристики. Если на них чуть подробнее взглянуть, на эти карты, то вот цветом здесь закодировано, может быть, лучше смотреть даже вот на эту, на полярную карту. Вот цветом закодированы разные ориентации стимула. Это то, за что, собственно говоря, Хиббл и Визел получили в свое время Нобелевскую премию. То есть они обнаружили нейроны-детекторы ориентаций. Вот. А вот так вот выглядит кора, когда она видит ту либо иную, когда она обрабатывает информацию об ориентации стимула. Вот такие вот функциональные карты можно получить. Вот. Функциональные карты, они есть не только в зрительной коре, но есть тонотопические карты в слуховой коре, есть карты, то, что называется Barrel Cortex, функционального кодирования информации, которая приходит с Vibris. То есть это такой принцип отображения внешнего мира как-то внутри мозга функционально, такого функционального отпечатка. Вот, так, ну у меня уже тут постепенно движется все к финалу. Еще чтобы коротко сказать про рецептивные поля, опять-таки вернувшись к этому понятию, то есть рецептивные поля, они тоже бывают довольно сложные и разные. Вот, бывают рецептивные поля, которые, например, связаны не просто с точкой пространства, они могут быть связаны уже, например, с конкретной частью тела. То есть если вот такого рода рецептивные поля, они могут быть связаны, например, с кистью обезьяны, либо с кистью человека. То есть если сюда попадает зрительный стимул, вот где-то рядом с моей кистью, вот, то в этой точке, то вот нейрон будет разряжаться. Интересно, что эти рецептивные поля не могут динамически меняться. То есть если животное, которое никогда не использует инструментов в природе, научить пользоваться таким каким-то, не знаю, скребочком, чтобы добывать пищу, то меняется в том числе и рецептивное поле. Ну, это рецептивное поле может поменяться еще, если вот рецептивные поля, которые связаны, например, с плечом, ну вот, и тогда с возможностью зрительное рецептивное поле. Вот, то есть если туда попадает стимул вот в это вот пространство, то нейрон будет на это реагировать. Если дать животному в руки инструмент, то рецептивное поле автоматически расширяется. И здесь опять-таки мы говорим о том, что животное вот с помощью вот этого вот зрительного восприятия и вообще чувственного восприятия окружающего мира, оно способно взаимодействовать с пространством. И вот это взаимодействие с пространством, оно тоже пространство начинает разделять на какие-то части. И мы знаем про... Не обращайте внимания на название этого слайда, оно откуда-то унаследовалось из старого. Вот здесь просто иллюстрация работы зеркальных нейронов, которые в том числе во многом, активность которых зависит от зрительной информации и от того, откуда приходит эта информация. И здесь они важны для того, чтобы животное могло понимать, кто, где, когда манипулирует с каким-то объектом. Вот. И есть, как бы, с одной стороны, переперсональное пространство, есть экстраперсональное пространство. И, судя по всему, нейроны вот зеркальные, они способны сигнализировать, или разные типы нейронов, они способны сигнализировать о том, где происходит действие либо стороннего какого-то другого живого существа по отношению к наблюдателю. И это тоже часть истории, которая связана с нашим взаимодействием с внешним миром. Вот. Ну и если пойти еще на шаг дальше и вот эту концепцию карт как-то постараться раскрыть, и не только используя это понятие карт на поверхности, который отображает тот сигнал, который во внешнем мире каким-то образом меняется, то появилась на самом деле такая концепция и когнитивных карт. То есть у каждого
живого организма, ну, не может быть не у каждого, но живые организмы могут, в принципе, составлять такое представление о том пространстве, в котором они находятся. Вот. И в этом пространстве могут находиться внутреннее представление о внешних объектах, о их определенных связях. И, конечно же, все это должно храниться где-то в памяти и должно из памяти извлекаться для того, чтобы можно было вот в этом пространстве как-то активно действовать. Вот, вот эта концепция когнитивных карт еще появилась где-то вот в районе 48 года. Если раньше считалось действительно, что животное реагирует по типу стимул и реакция, то вот Толман сказал, что нет, важно то, в каком контексте находится животное в конкретный момент времени, какой у него есть предыдущий опыт и какого типа когнитивная карта у него сформировалась. И вот эта вот когнитивная карта, она будет, собственно говоря, запускать реакцию, а не просто какой-то конкретный стимул. То есть нужно шире брать и смотреть шире на проблему, а не просто стимул-реакции. Вот. Ну и какие-то подтверждения того, что такие когнитивные карты существуют, они появились, и тоже была получена Нобелевская премия совсем недавно. Ну вот. В гиппокампе, судя по всему, действительно есть нейроны, которые способны реагировать в тот момент, когда животное находится вот в каком-то определенном месте пространства, и это пространство, оно составляется из всего того сенсорного окружения, с которым животное сталкивалось много раз в жизни. Вот. Я заканчиваю сейчас просто, чтобы вспомнить. То есть заканчиваю такой вот этот свой, наверное, общий рассказ про чувствование и про органы чувств. Вот. И хочу его закончить такими какими-то более-менее концептуальными вещами и сказать, что всегда вот эта сенсорная информация, всегда афферентация внешняя, она была очень важна, и она тоже находилась всегда в фокусе серьезных исследователей. Вот Петр Кузьмич Анохин предложил в свое время такую теорию функциональных систем. И здесь мы тоже видим, что вот в том числе афферентный синтез, он происходит на основе информации, которая как бы приходит извне, вот, и информации, которая приходит из памяти. И здесь тоже такое видно сложное взаимодействие. И вот в случае функциональных систем мы действительно видим такое вот серьезное концептуальное осмысление поведения. И к чему это может привести? То есть мы можем тоже подумать о том, что сенсорный вход, или как-то помыслить немножко, двинуться в этом направлении концептуально, что сенсорный вход, он может формировать в том числе наше собственное ощущение себя. У животных, которые закреплены, ведут оседлый образ жизни, у них не возникает проблемы развлечения воздействий сенсорных, которые приходят извне, реально приходят извне, и тех изменений в ситуации, которые сгенерированы их собственным движением. И вот как только мы начинаем двигаться, мы в том числе начинаем менять все зрительное окружение вокруг себя. И в этот момент у нас может появиться ощущение себя. И для того, чтобы на самом деле разделить вот это вот сгенерированное нами изменение в потоке информации и реальные события, которые могут оказаться важны и биологически значимы, есть ухищрения специальные, то есть животные используют еще при программировании моторной команды и до наступления движения сигнал одновременно идет еще в нервную систему, которая говорит о том, что сейчас я буду двигаться. Это такой предупреждающий, предвосхищающий corollary discharge, ну вот, и он важен тоже во многих аспектах, которые связаны с сенсорикой, сенсорным обучением и вот с движением. То есть что мы видим? Сейчас у нас есть такая вот карта, которая с одной стороны
была создана в XVIII веке Кандильяком, и который говорил о том, что важно, ну, рассматривать много элементов того сенсорного опыта или той сенсорной среды, которая нас окружает. Вот это сложный процесс. Вот, и мы видим, что исследуя восприятие, чувствование внешнего мира, мы можем на самом деле в том числе многое узнать, наверное, о самих себя и о формировании собственной самости. Наверное, все на сегодня. Спасибо. Если есть вопросы, я готов ответить.